В IX веке нашей эры, в самый пик своего архитектурного и научного могущества, десятки процветающих мегаполисов майя с населением в миллионы человек были внезапно и синхронно оставлены. Люди просто ушли, оставив на столах домашнюю утварь, а в храмах наполовину законченные барельефы, не оставив при этом ни единого следа массового мора или разрушительной глобальной войны. Представьте себе мир, где города строятся на века, где инженеры создают сложнейшие системы водоснабжения в условиях агрессивных тропиков, а астрономы вычисляют циклы планет на тысячи лет вперед с точностью, которая стала доступна нам лишь в 20 веке. И вдруг тишина. Это не просто очередная историческая загадка, которую можно отложить на полку вместе с легендами об Атлантиде. Это настоящий вызов нашему пониманию того, как вообще живут и почему умирают человеческие цивилизации. Мы с вами привыкли думать, что великие империи прошлого рушатся под сокрушительными ударами варваров, как это было с Римом, или вымирают от страшных эпидемий, которые не оставляют шанса на спасение. Но в случае с великой цивилизацией, майя классического периода, все обстоит совершенно иначе. Когда в XIX веке первые исследователи, такие как американец Джон Ллойд Стивенс и английский художник Фредерик Казервуд, буквально прорубали себе путь сквозь непроходимые джунгли Юкатана, они ожидали найти примитивные поселения диких племен. Вместо этого перед ними предстали призраки величественных пирамид и заброшенные дворцы, чья архитектура превосходила все, что было известно в ту пору в Новом Свете. Самое странное и даже пугающее в этой истории заключается в том, что народ майя не исчез полностью. Их потомки и сегодня живут на этих землях, говорят на своих древних языках и хранят традиции предков. Но та великая структура общества, их уникальные знания в математике и письме, их способность управлять огромными мегаполисами – все это буквально испарилось в течение всего лишь нескольких десятилетий IX века. Почему сотни тысяч, а по последним данным, миллионы людей одновременно решили, что их боги больше не живут в этих каменных чертогах? Куда исчезла вся интеллектуальная элита, жрецы и архитекторы? Почему они не попытались спасти свою систему, которая исправно работала более 700 лет? В этом видео мы не будем обсуждать фантастические теории о вмешательстве извне или пришельцах. Мы обратимся к реальным, порой крайне неудобным фактам, которые современная академическая наука долгое время пыталась либо игнорировать, либо объяснять слишком упрощенно. Мы изучим данные новейшего лазерного сканирования местности под названием LIDAR, которое перевернуло наше представление о масштабах цивилизации майя всего несколько лет назад. Мы разберем последние находки в Тикале, Копане и Паленке. Я обещаю вам, к концу этого расследования вы увидите общую картину, которая заставит вас по-новому взглянуть не только на загадочное прошлое Мезоамерики, но и на устойчивость нашего собственного современного мира. Ведь если даже такая совершенная и сбалансированная система могла рухнуть в одночасье, значит мы чего-то принципиально не понимаем в механике истории. Давайте обратимся к тому, что на протяжении последних 150 лет говорит нам академическая наука. Чтобы понять масштаб катастрофы, нам нужно сначала осознать масштаб того, что было потеряно. Классический период цивилизации майя, охватывающий время примерно с 250 по 900 год нашей эры, был золотым веком Мезоамерики. Это была эпоха, когда такие города, как Тикаль, Калакмуль и Караколь не просто доминировали в регионе, они были центрами глобального уровня, сравнимыми по сложности устройства с городами древней Месопотамии или Китая того же времени. Официальная версия исчезновения майя долгое время строилась на так называемой теории множественных факторов. Ученые, такие как знаменитый археолог XX века Сильванус Марли, а позднее и современные исследователи вроде Артура Демариста пытались свести воедино экологические, социальные и политические причины. Согласно этой концепции, крах не был вызван чем-то одним, это был системный сбой. Первым и самым популярным столпом официальной науки является теория Великой засухи. В начале 2000-х годов палеоклиматологи, среди которых особое место занимает Джеральд Хаук и его коллеги, провели колоссальную работу по изучению донных отложений в бассейне Кариака и исследованию сталагмитов в пещере Йокбалум на территории современного Белиза.
Эти данные показали, что в IX веке регион столкнулся с чередой катастрофических засух, которые длились десятилетиями. Официальная логика проста: нет воды, нет урожая кукурузы, основа рациона майя. Голод ведет к социальным потрясениям, жрецы теряют доверие, так как их молитвы о дожде больше не работают, и система рушится. Второй важный аспект, о котором вам расскажет любой учебник истории, это экологический коллапс и истощение почв. Майя использовали систему земледелия, называемую мильпа, подсечно-огневое хозяйство. Когда население городов выросло до десятков и даже сотен тысяч человек на один мегаполис, природа просто перестала справляться. Исследователи подсчитали, что для того, чтобы покрыть одну пирамиду в Тикале слоем сверкающей белой штукатурки, требовалось вырубить и сжечь тысячи гектаров девственного леса, ведь известь для штукатурки обжигали в печах на дровах. Уничтожение лесов привело к эрозии почвы и еще большему изменению микроклимата. Знаменитый биолог и автор книги «Коллапс» Джаред Даймонд настаивает именно на этой версии. Майя сами уничтожили свою среду обитания, совершив своего рода экологическое самоубийство. Третий аргумент официальной версии – это бесконечные междоусобные войны. Долгое время майя считались мирным народом звездочетов, но в середине 20 века, когда лингвисты Юрий Кнорозов и Татьяна Проскурякова расшифровали их письменность, мир ужаснулся. Оказалось, что правители городов-государств веками вели кровавые войны за влияние и пленных. В VIII веке эти конфликты приобрели характер тотального уничтожения. Археологические раскопки в Дос-Пилос показали, что жители в панике строили оборонительные стены прямо через свои парадные площади, разбирая облицовку пирамид, чтобы хоть как-то защититься. Это выглядит логично: засуха, голод, а тут еще и враги у ворот. Однако, если мы внимательно присмотримся к этим аргументам, начинают возникать вопросы, на которые официальная наука отвечает очень неохотно. Если причиной была засуха, то почему города майя на севере Юкатана, где воды было еще меньше, продолжали процветать еще несколько столетий после падения южных мегаполисов? Если причиной была экология, то почему джунгли так быстро и успешно восстановились на месте заброшенных полей, но люди туда так и не вернулись? И самое главное – это внезапность. Последняя дата, высеченная на стеле в Тикале, соответствует 879 году нашей эры. В городе под названием Тонина последняя запись датируется 909 годом. После этого тишина. Письменность, которая развивалась более 1000 лет, исчезает почти мгновенно. Сложные календарные расчеты, которые требовали преемственности поколений жрецов, обрываются. Официальная наука говорит нам: люди просто ушли в другие места, смешались с другими племенами и со временем забыли свою культуру. Но это звучит так, будто население Лондона или Парижа в один прекрасный день решило бросить свои дома, метро, библиотеки и уйти жить в леса, навсегда отказавшись от умения читать и писать. Согласитесь, в этой логике есть огромная дыра. Исследователи вроде Ричардсона Гилла пытаются доказать, что майя погибли от жажды миллионами, буквально устилая телами дороги между городами. Но где тогда эти миллионы скелетов? Археология не находит массовых захоронений того периода, которые подтверждали бы гибель такого масштаба. Мы видим брошенные инструменты, незавершенные стройки и города, которые поглотили джунгли. Мы видим систему, которая была невероятно устойчивой на протяжении 7 веков и вдруг рассыпалась в прах за одно поколение. И вот здесь мы подходим к моменту, когда официальные объяснения перестают работать, и нам приходится искать другие, гораздо более странные и глубокие причины этого исхода. Ведь то, что нашли археологи в последние несколько лет, в корне меняет наше представление о том, что именно майя пытались скрыть в своих последних записях. Долгое время наше представление о майя было ограничено тем, что археологи могли буквально прощупать руками под густым покровом сельвы. Представьте себе исследователя 40 лет назад. Он стоит у подножия пирамиды в Тикале, видит величественный храм, а вокруг него непроницаемую стену зелени. Он предполагает, что город заканчивается там, где заканчиваются видимые строения. Именно на основе этих догадок строились все теории о небольших городах-государствах с общим населением в 2 или 3 миллиона человек на весь полуостров Юкатан.
Но в 2018 году произошел тектонический сдвиг, который заставил историков схватиться за голову и признать: мы вообще не понимали, с кем имеем дело. Речь идет о проекте организации по Кунам, когда международная группа исследователей под руководством Марчелло Канута из Тулинского университета и Франсиско Эстрадабелли применила технологию ЛИДАР. ЛИДАР – это лазерное сканирование с самолета, которое способно убирать растительность с цифровой карты, обнажая рельеф почвы. Результаты, полученные на площади более 2000 квадратных километров в департаменте Петен на севере Гватемалы, были ошеломляющими. То, что мы считали отдельными городами, затерянными в лесу, оказалось лишь верхушкой айсберга. ЛИДАР выявил более 60 тысяч ранее неизвестных построек – домов, дворцов, сложных ирригационных систем и, что самое важное, гигантских оборонительных сооружений. Это открытие мгновенно пересмотрело численность населения. Теперь ученые говорят не о 2 миллионах, а о 10, 15 или даже 20 миллионах человек. Для сравнения, это население всей современной Бельгии или Греции, сосредоточенное на относительно небольшом пятачке джунглей. И вот тут официальная версия о засухе и деградации почв начинает трещать по швам. Мы увидели не разрозненные племена, а высокоорганизованную сверхцивилизацию с невероятным уровнем инженерного планирования. ЛИДАР показал существование сотен километров сагбе, приподнятых над землей дорог, мощенных белым известняком. Эти магистрали связывали города в единую экономическую сеть. Они были настолько широкими и прямыми, что современные инженеры диву даются. Зачем народу, не знавшему колеса и тягловых животных, такие скоростные трассы? Но самое поразительное – это их система управления водными ресурсами. Археолог Томас Гаррисон из колледжа Итаки отметил, что майя полностью изменили ландшафт под свои нужды. Они строили колоссальные резервуары, которые могли удерживать миллиарды литров воды. В том же Тикале была обнаружена сложнейшая система фильтрации воды с использованием циолита и кварца, которую майя привозили из месторождений за многие десятки километров. Это технологии, которые в Европе появились лишь спустя 1000 лет. Теперь вдумайтесь в логику событий. Если перед нами общество, обладающее такими ресурсами, такой рабочей силой и такими инженерными знаниями, может ли оно просто исчезнуть из-за того, что несколько лет не было дождя? Представьте современный Токио или Нью-Йорк. Если в этих городах случится засуха, разве люди просто бросят небоскребы, серверные центры и библиотеки, чтобы уйти в леса и стать охотниками-собирателями? Нет, они будут использовать свои технологии, чтобы бурить скважины, опреснять воду или перераспределять ресурсы. Майя, судя по данным ЛИДАРа, были мастерами адаптации. Они веками жили в регионе, где нет крупных рек и озер, полагаясь только на сбор дождевой воды. Они знали о засухах все, и тем не менее в IX веке они сдались. Второй важный излом произошел в области эпиграфики, науки о расшифровке надписей. Доктор Саймон Мартин и Николай Грубе провели колоссальное исследование династических связей майя. Они обнаружили, что весь мир классических майя был поделен между двумя супердержавами – Тикалем и Калакмулем. Это была своего рода холодная война древности, которая длилась столетиями. Каждый мелкий город был либо союзником, либо вассалом одного из этих двух гигантов. Однако, анализируя надписи VIII и IX веков, исследователи заметили странную аномалию. Текст на стелах становится все более агрессивным, ритуалы все более кровавыми, а затем записи просто обрываются. Причем обрываются они не после Великой битвы, где одна сторона победила другую. Они обрываются одновременно и у победителей, и у проигравших. Это выглядит так, будто правила игры внезапно изменились, и политика, войны и королевские амбиции в один миг потеряли всякий смысл. Интересный факт. В городе Капан, на территории современного Гондураса, археолог Дэвид Стюарт обнаружил незаконченный алтарь. Резчик работал над ним, высекая иероглифы, и остановился буквально на полуслове. Инструмент был оставлен рядом. Не было следов пожара или нападения. Человек просто положил зубило и ушел. Это не похоже на медленное угасание от голода, которое длится годами. Это похоже на эвакуацию или внезапное осознание того, что завтрашнего дня в этом городе больше не будет.
Мы начинаем понимать, что майя не были жертвами обстоятельств. Они были хозяевами своей среды, невероятно мощными и технологически продвинутыми. Их уход – это не бегство беженцев, это нечто иное. Когда мы смотрим на эти пустые умные города прошлого, мы понимаем, что официальная наука упускает какую-то фундаментальную деталь. Возможно, ответ кроется не в том, что происходило на Земле, а в том, на чем майя были буквально помешаны – на времени и небесных циклах. И здесь наше расследование принимает совершенно неожиданный оборот, потому что аналогичные странности начинают всплывать в других частях света, связывая воедино то, что раньше казалось случайными совпадениями. Когда мы начинаем смотреть на исчезновение майя не как на локальную трагедию в джунглях Центральной Америки, а как на часть глобального процесса, масштаб загадки увеличивается в разы. Оказывается, 9 век нашей эры был временем великого хаоса и необъяснимых трансформаций по всей планете. Словно какой-то невидимый дирижер взмахнул палочкой, и отлаженные механизмы древних цивилизаций начали давать сбой один за другим. Давайте перенесемся на тысячи километров на юг, в высокогорные Анды, на территорию современной Боливии и Перу. Здесь, на высоте почти 4000 метров, процветала цивилизация Тиванаку. К 800 году нашей эры это была мощнейшая империя с монументальной архитектурой, чьи камни подогнаны друг к другу с такой точностью, что между ними не просунуть лезвие ножа. У них была уникальная система земледелия – вару-вару, поднятые грядки, которые защищали посевы от заморозков и засухи. И что же мы видим? В то же самое время, когда майя покидают свои города в низинах, Тиванаку внезапно пустеет. Жители бросают свои мегалитические храмы и уходят, оставляя после себя лишь загадочные символы на вратах солнца. Археологи, такие как Алан Калата, десятилетиями искали следы внешнего врага, но не нашли ничего, кроме свидетельств того, что люди просто отказались от своей социальной структуры. Две великие культуры, разделенные тысячами километров непроходимых гор и лесов, не знавшие о существовании друг друга, одновременно переживают один и тот же сценарий – распад центральной власти и массовый исход населения. Теперь взглянем на север, на территорию современных Соединенных Штатов, в район каньона Чако. Здесь предки современных индейцев Пуэбло, известные как Анасази, построили свои великие дома. Колоссальные многоэтажные здания из камня, ориентированные по ключевым точкам лунного и солнечного циклов. К середине IX века эта культура достигла своего расцвета. Но в течение считанных десятилетий после 900 года эти грандиозные сооружения были запечатаны и покинуты. Исследователи находят там те же признаки, что и у майя: отсутствие тел, отсутствие следов войны, просто организованный уход. Гвин Вивиан, один из ведущих экспертов по культуре Чака, отмечает, что люди словно разочаровались в самой идее своего государственного устройства. И, наконец, третий пример, который переносит нас на другой конец света, в Китай. IX век стал временем заката великой династии Тан. В 875 году началось грандиозное восстание Хуанчао, которое погрузило империю в хаос. На первый взгляд, это обычная политическая борьба, но историки климата, изучая китайские хроники того времени, обнаружили записи о странных небесных явлениях и аномальных холодах, которые привели к тотальному неурожаю. Что же связывает эти три примера – Юкатан, Анды, каньон Чака и Китай? Существует научный факт, который долгое время оставался в тени, пока в 2012 году японский физик Фуса Мияки не сделал открытие, потрясшее мир археологии. Исследуя годичные кольца древних кедров, она обнаружила резкий всплеск содержания углерода-14, который произошел в 774 и 775 годах нашей эры. Это событие, получившее название «событие Мияки», было вызвано колоссальным выбросом космической энергии, предположительно супервспышкой на Солнце, которая была в десятки раз мощнее всего, что фиксировалось за историю регулярных наблюдений. Для нас это просто цифры в научном журнале, но для древних цивилизаций, чья жизнь была полностью подчинена наблюдению за небом, это был крах их мироздания.
Майя были одержимы астрономией, их календарь был не просто инструментом для земледелия, это была карта взаимодействия богов и людей. Если Солнце, их главное божество, начинает вести себя непредсказуемо, если привычные циклы планет нарушаются из-за атмосферных аномалий, вызванных такой вспышкой, то все их жреческое знание обесценивается. Представьте себе шок элиты майя, чья власть базировалась на способности предсказывать небесные события. Когда небо ломается, жрецы теряют право на власть. Это объясняет, почему в последние десятилетия перед коллапсом майя так отчаянно и часто приносили жертвы и воздвигали все более грандиозные стелы. Они пытались починить мироздание, и когда это не помогло, народ просто отвернулся от своих богов и их земных представителей. Но это только верхушка айсберга. Если мы копнем еще глубже в археологические слои IX века, мы обнаружим артефакты, которые указывают на то, что майя знали нечто большее о природе времени, чем мы привыкли считать, и это подводит нас к самому странному и пугающему доказательству, которое было найдено не в руинах храмов, а внутри самих математических кодов майя. Мы подошли к той части нашего расследования, о которой редко пишут в популярных учебниках, потому что эти факты не просто дополняют картину, они ее ломают. Если засуха или война – это понятные земные причины, то данные, полученные в последние несколько лет, указывают на нечто гораздо более пугающее и технологичное. В 2012 году в местечке под названием Шультун, что на территории Гватемалы, археолог из Бостонского университета Уильям Сатурно сделал открытие, которое буквально перевернуло наше представление о математических способностях майя. Он обнаружил небольшую комнату, стены которой были покрыты тончайшими иероглифическими записями. Это не были прославления царей или описания битв. Это была гигантская электронная таблица IX века, высеченная в камне. Самое поразительное в таблицах Шультуна – это временные интервалы. Майя оперировали цифрами, которые охватывали периоды в 7000 и даже в 17 тысяч лет. Вдумайтесь, цивилизация, которая, по мнению официальной науки, только-только вышла из каменного века и не знала металла, скрупулезно вычисляла циклы движения Марса, Венеры и затмений на десятки тысячелетий вперед. Но зачем? Зачем людям, живущим в джунглях и выращивающим кукурузу, знать, где будет находиться Венера через 7000 лет? Но это была лишь прелюдия. Настоящая бомба взорвалась в 2020 году, когда группа исследователей под руководством профессора Дэвида Ленца из Университета Цинциннати опубликовала результаты анализа донных отложений в главных резервуарах Тикаля. То, что они нашли, повергло ученых в шок. Вода в самом сердце величайшего мегаполиса майя была смертельно ядовитой. В ней обнаружили запредельные концентрации ртути и фосфатов. Откуда в городе, не имевшем тяжелой промышленности, взялась ртуть в количествах, сравнимых с современными промышленными зонами? Официальная наука тут же предложила объяснение. Майя любили красный цвет и использовали киноварь – сульфид ртути для раскрашивания своих пирамид и храмов. Во время дождей пигмент смывался и попадал в систему водоснабжения. Но если мы присмотримся внимательнее, эта версия выглядит крайне неубедительно. Майя были гениальными инженерами-гидрологами. Они строили сложнейшие системы фильтрации из кварца и циолита. Неужели они веками не замечали, что их вода убивает их самих? Или же ртуть использовалась для чего-то другого? В археологии альтернативного направления давно существует гипотеза о ртутных бассейнах, которые находили под пирамидами Теотиуакана и в гробницах Древнего Китая. Ртуть – идеальный проводник и уникальный металл, который в древности наделяли священными свойствами. Концентрация токсинов в Тикале достигла критического пика именно к середине IX века, как раз в тот момент, когда город был оставлен. Представьте себе эту картину – гигантский сверкающий белизной и пурпуром город, населенный сотнями тысяч людей. И в этом городе начинает происходить нечто необъяснимое. Это не просто голод, это системное отравление, и физическое, и, если хотите, ментальное. Исследования показали, что в это же время у элиты майя начинаются признаки серьезных генетических заболеваний и гормональных сбоев, вызванных, вероятно, именно ртутью и хроническим стрессом. Но есть и третий, самый независимый доказ, который заставляет нас взглянуть на небо.
В IX веке по всей планете фиксируется аномально высокая активность Солнца. Мы уже упоминали события Мияки. Последние исследования ледяных кернов Гренландии подтверждают, между 810 и 850 годами нашей эры Земля подверглась мощнейшей бомбардировке космическими лучами. Это должно было вызвать не только засуху, но и колоссальные атмосферные аномалии. Полярные сияния могли быть видны даже на экваторе, в самом сердце земель майя. Для народа, чья религия была построена на предсказуемости небесного порядка, увидеть горящее небо – это не просто красивое зрелище, это сигнал конца времен. В текстах майя есть понятие четвертого разрушения мира. Они верили, что мир периодически очищается богами. И вот здесь мы находим самую странную деталь. В последние годы перед исходом майя перестают строить храмы богам и начинают строить обсерватории и стены. В городе под названием Дос-Пилас археологи обнаружили, что жители в панике разбирали свои святилища, чтобы построить двойное кольцо оборонительных стен. Но стены эти строились не против армии захватчиков. Они были ориентированы внутрь и защищали не город от врага, а священные места от собственного населения. Это выглядит как попытка жрецов удержать какую-то тайну или защититься от тех, кто понял. Их обманывали. Сочетание этих трех факторов – математических расчетов циклов на тысячи лет вперед, внезапного ртутного загрязнения огромных территорий и глобального атмосферного коллапса – создает ощущение, что майя столкнулись с чем-то, к чему они готовились веками, но к чему оказались не готовы их тела и их социальная структура. Это не был распад из-за лени или глупости. Это был финал грандиозного эксперимента, который вышел из-под контроля. И вот теперь, когда мы собрали все эти детали, от космических вспышек до отравленных колодцев и загадочных таблиц будущего, мы можем перейти к главному вопросу. К кульминации нашего расследования. Кем на самом деле были майя и что именно они увидели в своих расчетах, что заставило миллионы людей бросить все и уйти в небытие? Теперь давайте попробуем собрать все эти разрозненные, на первый взгляд, фрагменты в единую, пугающую и одновременно величественную картину. Представьте себе 9 век нашей эры, Юкатан. Перед нами не просто группа городов в джунглях, а гигантский, пульсирующий социальный организм, где живут 15 миллионов человек. Это мир, победивший инженерии, где каждый квадратный метр земли учтен, где вода течет по искусственным каналам, а небо читается как открытая книга. Но в этой идеально настроенной системе внезапно начинают происходить сбои, которые невозможно исправить привычными методами. Мы видим сочетание факторов, которые сегодня назвали бы идеальным штормом. С одной стороны, мощнейшая солнечная активность, то самое событие Мияки, которое превращает небо в калейдоскоп из сияний и засух. С другой – экологический тупик, когда священные города, такие как Тиккаль, оказываются отравлены продуктами собственного технического и ритуального прогресса. Ртуть в воде, истощенная почва и миллионы голодных ртов. Но была и третья, самая главная причина, которая лежала в области психологии и веры. Майя не просто жили в истории, они были ее рабами. Их концепция времени была цикличной. Они верили, что каждые 13 бактунов мир должен пройти через трансформацию. Исследуя таблицы в Шультуне, мы понимаем, жрецы майя знали о приближающемся кризисе за сотни лет. Они видели, как циклы планет сходятся в определенной точке, которую они считали точкой обнуления. И вот наступает момент истины. Короли-боги, чья власть веками держалась на обещании гармонии с космосом, оказываются бессильны. Когда вода в резервуарах становится ядом, а ритуалы вызова дождя приводят лишь к новым вспышкам на Солнце, социальный контракт разрывается. Но это не был бунт в нашем понимании, с баррикадами и свержением власти. Это было нечто более глубокое и осознанное. Мы привыкли считать исчезновение майя катастрофой. Но что, если посмотреть на это как на великое освобождение? Миллионы людей в какой-то момент поняли, что их умные города превратились в золочёные клетки, а сложная государственная машина больше не служит их выживанию. Они увидели, что накопленные знания в математике и астрономии предсказывают не вечное процветание, а неизбежный распад. И тогда произошло то, что современному человеку трудно даже представить. Цивилизация приняла коллективное решение – уйти. Это не было бегство в панике.
Это был организованный исход. Они оставляли города не потому, что их выгнали враги, а потому, что сами города потеряли смысл. Они уходили в сельву, разделялись на мелкие группы, возвращались к простому земледелию, которое кормило их предков тысячи лет до постройки первых пирамид. Они сознательно отказались от письменности, от сложных календарей, от монументальной архитектуры. Почему? Возможно, потому что поняли, именно эти инструменты контроля и привели их к краю пропасти. Они выбрали жизнь в безвестности вместо смерти в величии. Имена последних царей исчезают со стел не потому, что их убили, а потому, что их некому было записывать, люди просто перестали в них нуждаться. Когда мы сегодня смотрим на заросшие руины Паленки или Чечен-Ицы, мы видим не просто памятники археологии, мы видим предупреждение. Майя показали нам, что даже самая продвинутая цивилизация, обладающая невероятными технологиями и знаниями о космосе, может рухнуть под тяжестью собственных амбиций и экологического безрассудства. Но они также показали, что человечество способно на трансформацию. Они не исчезли. Их кровь течет в жилах миллионов современных жителей Гватемалы и Мексики. Они просто сменили форму существования. Великая тайна майя заключается не в том, куда они ушли, а в том, почему они решили перестать быть великой империей. И в этом ответе кроется горькая истина для нас с вами. Любая сложная система рано или поздно достигает своего предела, за которым остается только два пути – либо окончательная гибель, либо возвращение к истокам. Майя выбрали путь сохранения жизни ценой отказа от истории. Они ушли в тень джунглей, оставив нам свои пустые города как гигантское зеркало, в которое мы, люди 21 века, боимся смотреть слишком пристально. Ведь в этом зеркале мы можем увидеть собственное будущее, где наши технологии и города также внезапно могут оказаться бесполезными перед лицом планетарных изменений и нашего собственного забвения. Мы подошли к концу нашего путешествия по руинам великой цивилизации, но, честно говоря, это лишь начало настоящего осмысления того, кем мы являемся. История майя – это не просто параграф в учебнике о далеких народах. Это зеркало, в которое нам, людям 21 века, порой очень неуютно смотреться. Мы часто верим, что наши технологии, наши гигантские серверные центры и спутники на орбите делают нас неуязвимыми. Но пример миллионов людей, которые предпочли оставить свои каменные небоскребы ради тишины лесов, говорит о том, что у каждой системы есть свой предел прочности. Возможно, истинная тайна исчезновения майя заключается не в том, почему они ушли, а в том, почему мы так отчаянно ищем в их уходе признаки катастрофы, а не признаки осознанного выбора. Что, если их коллапс был актом спасения? Мне очень интересно узнать ваше мнение. Как вы считаете, что стало той последней каплей для жителей Тикаля или Паленки? Было ли это разочарование в богах, экологическая западня, или они действительно увидели в своих математических расчетах нечто такое, что заставило их обнулить свою историю? Напишите в комментариях, верите ли вы в идеальный шторм из засухи и войн, или здесь скрыто нечто большее, о чем официальная наука пока боится говорить вслух. Ваши мысли и дискуссии – это то, что оживляет эти древние камни. Спасибо, что прошли этот путь вместе со мной. До встречи в следующих исследованиях, где мы продолжим искать правду там, где другие видят лишь тени прошлого.